Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Пламеном Пасковым, экспертом из Болгарии. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу очень нетерпеливую, зато ядерную аудиторию, несмотря на все технические, санкционные и любые другие общественно-криминальные воздействия на наши и ваши каналы. Воздействие, конечно, в общем-то, бьет ключом. Прошлой ночью Украина пережила большой удар, будем об этом говорить, как повлияет это на переговоры. Всем большое спасибо, что подписываетесь, ставите лайки. QR-код, который видите возле меня, возможность написать на экране, чего хотите, и каналу помочь. Если хотите оставить вопрос заблаговременно, сообщество YouTube, милости прошу, под опросом нашего сегодняшнего эфира, точнее, как под анонсом эфира, да, есть возможность вопрос поставить, то есть такой опросник получается, каждый анонс в сообществе YouTube. Закрытый клуб зрителей Шелеста. Аналогичная ситуация. Есть анонс, и там тоже люди оставляют вопросы. И с чатом трансляции обязательно поговорим, но это в самом финале. В начале, пожалуйста, не пишите. Лучше проголосуйте, досмотрите до конца и проголосуйте в самом начале по нашему голосованию. Каким образом возобновление ударом по энергообъектам отразится на грядущих переговорах, которые вот уже завтра, да? И вчера же буквально Зеленский говорил, вот, бьют нецеленаправленно, мы там приближаемся к какому-то разрешению. Сегодня Трамп тоже заявил, что ой, какие хорошие новости будут, там много чего решили. Короче, у всех все хорошо, но тяжелейший удар сегодня получила, и как пишут для красного словца украинские мониторинговые паблики, самый сильный в 26-м году обстрел. Так и есть на самом деле, потому что половина ракет прилетела куда хотела, половину вроде как отчитываются сбили, но, в общем, было очень жарко, ярко и конкретно последствия тяжелейшие. ТЭЦ, например, 110 человек или абонентов без тепла, потому что ТЭЦ в Харькове, вроде как говорят местные власти, восстановить уже невозможно. Ровно такие же объекты и в Одесской области, Запорожье, Киев, Киевская область. В общем, варианты ответов. Как это повлияет? Ускорят переговоры, Украина будет сговорчивее, затянут, что и нужно, партии войны, максимально общо, да, так вот мы называем, тем, кто заинтересован в войне, это, в общем-то, на руку. Сорвут все переговоры, и США во время этого срыва умоют руки, скажут, все, давайте, занимайтесь сами. Или никак не повлияют, все уже решено на Аляске в свое время, а это все подбивают к какому-то, благовидному, собственно, определению, да, что, да как, кто чего подпишет, кто куда уйдет, кто откуда и куда, собственно, переместится. Пламен, давайте с этого начнем. Как вам видится судьба предстоящих переговоров на фоне обстрела прошлой ночи? Тем более, что еще и впереди еще одна ночь. И не только одна. Я думаю, что четвертый вариант процентов на 70, 80 даже. И немножко, может быть, даже из предыдущих вариантов. Правда, я, честно говоря, не знаю. Когда речь идет о том, что разрушается энергетика, я не то что отказывался, я пытаюсь, но не могу понять военную логику. Если Россия вывод для того, чтобы победить, денацификация, демистификация, демилитаризация и любые другие эти самые, это означает, вы собираетесь вообще-то захватить Украину и наложить туда, свой порядок. Чтобы больше бандеровцев, фашистов и русофобов не было, это единственное решение. Если вы на это идете, ребят, вы сейчас разрушаете то, что строилось Советским Союзом. Вы потом будете в состоянии это отстроить? Нет? Сколько по времени это займет? Как? А вот это население, которое сейчас терроризируется, сколько вообще-то... Допустим, вы возьмете не эти 4 области, вы возьмете все 24 области. 24, там было 26 с Крымом, Крым отвалили там 25, 25, 20, все взяли. И, в рамках полгода, помечтаем, кто это будет восстанавливать, за чей счет, что будете делать с этими людьми за это время. Это миллионные города, это панельное общежитие. Пусть и там, не знаю, там элитные, дорогие, на 5, на 3 или на сколько там, на 8 тысяч евро за квадратный метр и выше. Но, тем не менее, это общежитие. Там нужно, городской тип питания. Откуда вы это возьмете? То есть, если вы не собираетесь это брать,
и вы это уничтожаете в виде выжженной земли, какие вы спасатели вообще-то русскоязычных, вообще-то русскомыслящих себя на Украине, когда вы их терроризируете, когда самый тяжелый черный удар приходится на самые русские регионы Украины. Как? Кому вообще-то будете наливать эту воду в ушах? Каким образом это? Ламин, ваш праведный гнев, конечно, смотрится эпически, но давайте все-таки вы, как человек, живущий в стране НАТО, да, как бы немножко тоже соотнесете и ответите на свой вопрос очень просто, провев аналогию. А кто восстановил Югославию? Ну, или там то, что от нее осталось после бомбежек героическим НАТО? Или в Ираке сейчас Эльдорадо? Ну, вот в Ираке, да, там сейчас все станции, все там... Не, понятно, что нефтяные жилы, конечно, там все восстановили и качают оттуда все, что им нужно. Но по большому-то счету, да. Вот сейчас мне так нравится вот этот подход, да, вот если так немножко отвлечься на Иран. В Стамбуле в пятницу переговоры, Витков туда отправляется вроде как, ну, вроде в пятницу, хотя обещали вот сегодня, на днях, но там, видимо, тоже все сдвигается. И вот эти вот голоса, например, в интернете, вот, как вы можете, сдался Иран, фу, позор. Подождите, так нормальная практика, нормальная, это руководители и элит, чтобы делать так, садиться за стол, чтобы не бомбили. Вот у нас, например, Умеров вчера вышел, ничего не сказал, потому что вообще ничего не понятно. Вот вы услышите какие-то новости по поводу обмена пленных. Это все единственное, что можно было выжать из его комментария СМИ по предстоящим переговорам. У нормальных людей возникает понятный вопрос. Слушайте, с августа месяца вы прикрыли Стамбул. Там решались вопросы обмена пленными телами, там предлагалось развести военно-политическую историю, там, гуманитарную, политическую, то есть, пожалуйста. Мы с августа месяца сказали, что Украина не жертва, а боец, поэтому... Ну, милости просим, как бы давайте воюем. И сейчас вчера дичайшая риторика Зеленского, потому что от него этого никто не ожидал. Смотрите, бьют целенаправленно. Сегодняшняя ночь показала целенаправленно. И это определенным образом повлияет на переговоры. И определенно это сделано под переговоры. Нарочито показан дедлайн. Ведь Украина и украинская элита осталась за бортом, ее вышвырнули, сказали, кто ты, что ты. Они узнали из сообщения Трампа о том, что на неделю до 2 договорился Трамп и Путин. Ну вот все, сроки вышли, и вот, пожалуйста, мороз, не мороз, потепление, трубы, это как бы дело пятое. Ровно так же, как и, условно, коалиция НАТО относилась к иракцам, да, или к югославцам на тот момент. Югославию никто не претендовал, что освобождает, как раз ее разрушали и убивали. Ирака никто не претендовал, что освобождает, соответственно, ситуация аналогическая. Александр, давайте такой вопрос. Да, я согласен, что, наверное, это, скорее всего, имело в идее, там, в логику, в намерениях, чтобы повлияло на переговорах. Поставьте себе на позицию украинской составляющей этой переговорной группы. Что для вас будет аргументом мощнее для того, чтобы вы поменяли там свое политическое поведение и пришли к какому-то решению? Факт, что вам говорят, что энергетику продолжают бомбить и разрушают, и что города начинают погружаться во тьму и в мороз, либо факт, что вам скажут: а все, у нас прекращено уже снабжение. Вся логистика, все эти там дороги от Жешува к Львову и остальные 3 точки, они в клочья. Там не то, что ЖД, там не то, что автомобиль. Там, ну, детская коляска уже не пройдет. Все в клочья. Это делается за день. От 1 до 5 километров все точки входа Польша, Украина становятся в клочья, в дребезги. И нельзя говорить, что нечем. Потому что есть чем. И тогда не убиваешь такое количество народа, не заставляешь десятки миллионов страдать, и буквально перерезая вот это снабжение, сухие пайки заканчиваются, боеприпасы заканчиваются, и вся армия сдается, даже если эта переговорная группа ничего там не согласилась в Абу-Даби. И все дела. И не надо терроризировать десятки миллионов людей. Вот о чем я.
То есть не надо быть семи пядей во лбу и заканчивать пару-тройку генерал-штабных академий, иметь опыт в горячих точках, чтобы и такое увидеть. Такое на карте видно, черт возьми. Как Наполеон говорил, посмотрите на карту, и все вам будет понятно. Зачем терроризировать десятки миллионов? Как эти десятки миллионов их страданий скажется на настроении вот этой рабочей группы, чтобы она сказала, ой, слушайте, а мы как-то у нас сострадание, у нас совесть, у нас что-то другое появилось, проснулось. Ну, так что ли? Ну, естественно, нет. Они будут смотрите, слушать тут... инструкции Зеленского, а Зеленский будет слушать инструкции Стармера. И все дела. Нет, подождите. Вчера вышла социология. Насколько слово социология стало в последнее время по-украински ругательным, 40% говорят, давайте Донбасс. Ну, отдавайте Донбасс, давайте заканчивать. Пожалуйста, мы готовы. 50 говорят нет. Ну, еще 10 там туда-сюда. То есть, эту социологию представили ровно те социологи, которые говорят, что Зеленского поддерживают 60%, понимаете? Ну, или там очень высокий уровень поддержки у него. Сейчас так по памяти цифру называю. А получается, что это отличная партия для Зеленского. Сказать, смотрите, народ... Вот даже вчера поплыл Ким... Ну, не тот, который Ким Чен Ын, а Ким, который из Николаевской области, да, Виталий. губернатор, который в носочках демонстрировал потужность в свое время, в начало Большой войны с 22 года. Сейчас говорит, да, готовы, давайте заканчивать непопулярные шаги, пожалуйста. То есть тут возникает другой момент. Вот сейчас момент истины. Или демарш, или все закроют глаза, включая украинскую сторону, скажут, ну, да, но мы договариваемся, мы там активнее будем договариваться. Или не будем активнее договариваться, а будет идти все как идет. Сейчас у этой группы есть шанс или остановить вот эти страдания, о которых вы говорите, или, собственно, продолжить их. Вот просто два варианта, третьего не дано. Александр, ни один человек, представитель 95-го квартала, администрации президента, рабочей группой не связывает свое будущее с территорией Украины. Не с государством Украины, с территорией Украины. У всех иностранное гражданство, у всех все самые вкусные кубышки, жены, любовницы и все остальные. Туда же, уже за бугром, давно же. И они просто пилят последние бабки. Им без разницы, это население будет погибать, страдать, многострадать, или неважно как. Им без разницы, это надо понять. То же самое относится и ко всем их губернаторам. У всех есть самолеты на запасном пути. Не автобус и не автомобиль. Самолеты есть на запасном пути. И они готовы. Они готовы. То есть этих людей надо рассматривать как не то, что инородки. Это надо рассматривать как откровенные клещи на теле многострадальной Украины, которые сосут в последний раз кровь за счет всех, и им наплевать на страдания, скажем так, пациент. Вообще наплевать. Это не хирурги, это падальщики. Если поймешь, что эти люди являются по функции своей падальщики народа своего, то только тогда можно уже смотреть на картину целиком. Поэтому, если они поймут, что логистика перерезана, и что там все еще на территории Украины есть какая-то родня, какие-то знакомые, какие-то активы, какие-то... Куда нужно возвращаться, то у него очень быстро поменяют свое поведение. Потому что страдания людей, их не касается, это не их страдания. А вот, скажем так, безопасность личной своей, либо близких к тебе сердцу, там, родня и всякое такое, это дело другое. То есть вы не верите в эти обещания процветания в Украине после войны, которые сейчас там документы готовы? Процветание будет только ровно настолько, насколько есть оазисы в Сахаре. То есть в Большой Сахаре будут вот такие пышные, красивенькие, маленькие, небольшие оазисы с некоторыми ниточками между этими оазисами. Вот процветание для оазисов я верю. Почему не верить-то? Это вопрос не веры, это вопрос нормального зрения, что называется. И нормальное знание истории тех, которые обещают это процветание. И на самом деле нормальное понимание, что такое 800 миллиардов за 10 лет. На что их хватит? Их хватит ровно на это, не более чем. И причем без распила. Без распила нельзя. Вообще нельзя без распила. Без, скажем так, грубейшего распила. Более-менее так нежно. Нежнее, Виктор, что называется. Вот на это не хватит. Поэтому остальное процветание для остальной Сахары, уж извините,
А кто такое обещал-то? Всей Сахаре-то? Ну как? Значит, если мы все-таки предполагаем, что все идет к тому, что из Донбасса придется уходить, уходить с боем, без боя, это уже дело техники. Понятное дело, что можно немножко как бы так подприкрутить военную машину и вот так героически ползуче отступать. Это как бы вариант квартала 95, и я думаю, что если об этом договорятся, то все так и будет. Так а Путин остановится на линии Донбасса или будет претендовать на то, что у него записано в Конституции? Ведь давайте по правде, да, сейчас все созданы все условия для того, чтобы сказали, ну, хорошо, давайте героически всей страной оформил эвакуацию населения из Краматорска и Славянска, давайте там новый Краматорск и новый Славянск построим где-нибудь в Полтавской области, давайте вот там будем, ну, в общем, предпринимать такой национальный проект какой-то большой, но, в общем, выполним эти условия и все. Проблема в том, что элита Зеленского, да, вот эта вся пропитанная чернокнижным как бы треском этой... Красивое слово, запомню. Чернокнижный. Этим треском Фенечки Ермака, да, ну, они же изначально были направлены, это мы помним по воспоминаниям, например, переговора Ермака и Козака. Вообще сейчас говорят, Ермак никуда не делся, он там прям находится во властных органах, он такой теневой советник, теневой руководитель офиса президента, все темки, схемки, Ришелье. да, остаются через него. Ну, посмотрим, да, как... И ровно потому, что все темки и схемки остаются через него, всплыла вот эта Юля Мендель, которая там очередной раз нам говорит, какой плохой Ермак, а плюс еще он там воду из трупов использует для своих ритуалов, и куклы Вуду складывают в сундук, а потом эти люди типа умирают. Ну, такой очень образ ведьмака, мага она обрисовала. Так вот, изначально у этой стилистики был посыл, а давайте мы подпишем пустой лист. Ну, что-нибудь, какие-то 3-4 пункта, в которых можно вложить все, что угодно, любое понимание. И это сейчас предлагается России, это сейчас предлагается Америке. Европа, похоже, согласилась на все. И там бедный Орбан в предвыборной кампании, например, выдает эти плакаты о том, что мы против, чтобы выделяли деньги, не хватит, митинги проводятся, хватит выделять деньги Украине и так далее. Ну, это в рамках его предвыборки. Так вот, получается, что уже пустым трепом не отделаешься. Нужно будет прям выходить из Донбасса и брать на себя это решение. Многие говорят, что Зеленскому после этого труба. А насколько очевидно это утверждение? Ну, как минимум, если не совсем труба, хотя, возможно, и совсем труба, Зеленскому полный жирный крест на возможность баллотироваться на предстоящие президентские выборы, потому что отдашь Донбасс, подпишешь перемирие. 15 мая, там вообще-то дедлайн, они по поводу подписания, не по поводу прекращения огня. Прекращение огня я продолжаю надеяться, что должно быть вот-вот скоро, до конца этого же месяца, в который мы сейчас это обсуждаем. А вот подписание перемирия, это американцы опять новый дедлайн, это не я его определял, не я его вангую прогнозирую, это они писали 15 мая. Если будет подписано, то дальше, естественно, снятие военного положения как минимум, вернее, скорее всего, одновременно. И два требования американцев и требования этих 28 пунктов, в том числе и дух и буква Анкуриджа, что называется, на которые ссылаются постоянно с кремлевской и с овально-кабинетной стороны, ну, соответственно, выборы на Украине. Как Зеленский может вообще баллотироваться на выборы, если вот это там турбореактивная, мягко говоря, русофобская часть окружения, и не только окружения, но западенщины, тыкнуть не просто пальцем, а дулом дымящего автомата в его сторону и скажут, а это он сдал Донбасс, мы были готовы там сражаться, там фортеция была на века. И Зеленский вообще ни на какие выборы не попадет, вернее, да, ну, может быть, с бронежилетками, может быть, в БТРе будет вести эту кампанию. Я не знаю, как он будет вести эту кампанию, вообще кампания будет ли. Будет зачетно, если будет. Я приготовлю попкорн, потому что там будет чего смотреть. И всякое приключение там случится. Сдавать Донбасс, что будет делать Путин? Понимаете, это все равно поражение для России. Это все равно огромное поражение для России, потому что
заявленные цели не имеют ничего общего с Донецком и с Луганскими областями в административных границах, с Херсонской и Запорожскими областями на линии соприкосновения, которые уже входят в Конституцию Российской Федерации. Естественно, не только в этих 4 областях живут русские, русскоязычные люди, прав которых попирают на территории оставшейся Украины. То есть, если ты заявил одни цели, их не выполнил, это нельзя считать победой. Это нельзя считать каким-то, не знаю, там, плюсиком, жирным, там, не жирным, там, анемическим каким-то плюсиком. Это просто один шаг, причем который дался тебе не просто таким большим трудом, но это политическая клизма какая-то. Ну, слушайте, за 4 года Сталин водрузил вот это красное знамя победы в Рейхстаг. Я знаю, что это уже мем, который постоянно тычут, но это историческая правда. А ты 40 километров до Купенска так и не смог. Вернее, сначала смог. Сначала захватил даже 9 тысяч километров Харьковской области и так далее и тому подобное. Все там под Дергачами было, вообще-то под Чугуевым и так далее и тому подобное. А потом в сентябре того же самого города, те же самые 9 тысяч километров были. Ну как? Вот так? Жест доброй воли. И те, которые тебе посодействовали, и те, которые поверили тебе, когда ты говорил, мы здесь уже навсегда, Россия вернулась навсегда, их расстреляли, в ямы кидали, в Телеграме все еще эти ролики висят. Предали все. Ну как кто? Эти добрые молодцы. Воины света? Азовцы, ВСУ, да, войны света. Вот с точки зрения 95-го квартала, это войны света, которые от орков так расчищают, от колорадов, деколорадизируют, наверное, определенные территории. Это же не люди, в конце концов. То есть между двумя Владимирами я продолжаю выбирать только Александра, который Григорьевич. Так что эти 2 Владимира, это одинаково виноваты в этой огромной смерти этих людей. Ну, у кого-то есть предпочтение тыкать палец только в одном Владимире, а у кого-то другое. Но я считаю, что они одинаково виноваты. И одинаково виноваты за эти 4 года. Все разницы, которые были количественные, качественные, либо другие, уже стерлись, и они полностью, скажем так, 2 стороны одной и той же монеты. Это для меня. Это для меня. На эту тему я, конечно, могу долго и непопулярно, но зато фактологически, документально говорить. Сейчас не буду злоупотреблять временем вашей передачи, благо, наверное, у вас и другие вопросы. Но я по этим вопросам не могу быть безразличным. Я, правда, признаюсь, вы говорите там эпически, эмоционально. Наверное, вы правы. У меня есть слишком много близких друзей, и не просто друзей и с той, и с другой стороны. Ну, не могу быть равнодушным, уж извините. Потому что эта сторона одна и та же. Это один и тот же народ. Значит, народа вживую, и мне должно быть безразлично и аналитично. Но не могу. Значит, смотрите, есть такой эпизод, и я вчера, конечно, умилялся с отдельных представителей, ну, как бы так, давайте выразимся политкорректно, любителей 5 точек офиса президента, Зеленского, бывшего и прошлого руководителя его офиса. Ну, они там немножко как бы корректируют свое поведение, но тем не менее. Значит, 2 момента. Момент первый. Вчера выходит некто Подоляк, да, который как бы пережиток Ермаковщины, но это подтверждение тому, что Ермак никуда не делся, потому что Подоляк тоже никуда не делся. И начинает долго и нудно рассказывать о том, что Украина должна синхронизироваться с историческими нарративами о Второй мировой войне, ну, не как о Великой Отечественной, да, то есть вот так должны мы теперь вот переформатировать, все перестроить и так относиться к тем событиям, а не вот как было в Советском Союзе. Ну, вот так. Значит, до этого, пару дней назад, сбивают буквы, там, что, в общем, имена, там надпись по-русски была, да, о том, что имена эти будут помнить вечно, в общем, такой как бы текст, да, с таким смыслом. Это музей Великой Отечественной войны под стеллой «Родина-мать», его переименовали просто в «Музей войны», и, собственно, сегодня вылетают стекла в этом музее, фотографируются музейные работники, вот этот там зал славы, и там, ну, кто был, кто видел фотографии, там вот внутрь заходишь, там такая мраморная, огромная такая территория, и там вот вписаны имена
советских воинов, которые воевали и победили, освобождали Киев, победили в Великой Отечественной войне. И вот там такие витражи, большие стекла, их выбило. И вот стоит директор музея, который ровно там 2 дня назад стоял точно так же, сбивая буквы об вечности этих имен, да, а сегодня он стоит и смотрит, мол, Россия предательски ударила по, в общем-то, по героям, да, по памяти о героях, то есть разрушает Россия сама свой же миф. Прокомментируйте этот момент. И второй очень интересный момент. Сегодня же Рютте в Киеве. Его Зеленский встретил, они с ним прошлись, лампадки поставили. Ну, это такая церемония официальная. Всегда там кого-то ведут на Софиевскую площадь, Рютте повели на Майдан Независимости. Вчера вот эти лизатели пятых точек, они говорили, что Рютте лучшее ПВО. Вот смотрите, как хитро. Сейчас никто не будет стрелять по Киеву, потому что Рютте там. Рютте в эти минуты, пока мы в прямом эфире, выступает в Верховной Раде. И тут возникает вопрос, да, ну, обстрел-то был. Обстрел был, когда Рютте добирался, когда Рютте там уже приехал. Получается, что, с одной стороны, этот обстрел, ну вот, идеологически, он подчеркивает вот эту историю, что, ах, вы отказываетесь от советского, да, советской победы, вот вам декоммунизация и этого символа, поэтому не плачьте, не выставляйте плачущие фотографии, как у вас там в музее что-то повылетало, вы только что там буквы сбивали. С другой стороны, НАТО, да не боится Россия НАТО. Он, пожалуйста, массированный обстрел по всем крупным городам, тепло, пускай Рютте согреет теплом своего сердца. Ну, прежде всего, конечно, депутатов парламента. О чем этот визит и что вы думаете по поводу этих 2 моментов, которые связаны непосредственно с прошлой ночью и с обстрелом? Кстати, Рютте, есть фотографии, в каком дресс-коде он выступал? В ушанке, в шубе или в костюме? Потому что там не отапливается, насколько я понимаю. Верховная Рада тоже такая холодненькая, как большинство киевских квартир. Нет? Любопытно было посмотреть. Он Нет, вообще-то без шапки, нормально в костюме. просто в костюме, ладно. Либо вы смотрите консерву какую-то. Ну, не суть. Ну, слушайте, то, что вы по поводу этого музея спрашиваете, я, честно говоря, не видел, сейчас слушал вас внимательно. Как раз это и есть, это, если хотите, даже коллективная вина и ответственность, за что получается так, что получается. Ну, нельзя памяти предков вообще-то так поганить, потому что если сейчас они пытаются снести вот эти стекла на какой-то российский удар, в чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь, скорее всего, это подстава. Ну, извините за мою паранойю, такую, за подозрительность, но вот эти ребята, которые сносили не просто памятника героев Великой Отечественной войны, причем, если хотите, украинского происхождения, которые вырывали могилы в Волжской области и костницы там вообще-то переносили. Вот это уже дальше больше не представляю, куда и как. Сейчас, понимаете, за какие-то стекла какого-то музея опять вам Россия виновата. Это действительно смахивает на «кошка бросила котят, и это Путин виноват». Я, конечно, не любитель Путина. Все знают, что он не мой герой. Есть за что. Не буду сейчас опять начинать и каждый раз повторять. Ну, это уже что? На кого рассчитано вот это? Россия вот этот, понимаете ли? Они за этот памятник, не памятник, а за этот музей виноваты. Это Россия виновата, да, за снесение памятника Пушкина, Екатерины II и всего остального, Булгакова там, да, тоже Россия виновата, нет? Ребята, если ты вырываешь свои корни, ты уже становишься не деревом, а палкой, которой любое дуновение ветра, исторического ветра, а ветер исторический всегда, скажем так, в ответе за таких свободно стоящих без корней палок, он их снесет. И палка из вертикального положения будет уже в горизонтальном, гниющем, помирающем положении. Те, которые отказываются от своей истории, вынуждены ее пережить заново. И как один мудрый, пусть земля будет ему пухом, армянин мне в Москве рассказывал с такой грустной улыбкой, если вообще переживет. То есть на вот это там нужно пережить заново, если вообще переживет. Не факт, что переживет. Никто вам не гарантировал никакую вечность, ни государственной, ни народу, ничего. Есть очень многие громкие народы, империи, цивилизации мира, которые мы учим в истории, то есть в учебниках истории, и их нет.
Где цивилизации инков, ацтеков, майя, где там Чингисхан, где эти самые там, не знаю, Аттила, где, если хотите, Ассиру в Вавилоне, где все эти цивилизации? Ну, понятно где. На длинные скамейки, самоудлиняющиеся скамейки со списком исчезнувших народов и цивилизаций. Исчезнувшие, они были большие. Если кто-то думает, что мы большие, поэтому нам как-то нельзя, очень даже можно как. И вообще не сомневайтесь, это вопрос действительно, если не знаешь уроки истории, не чтишь своих предков, не уважаешь их памятники, потому что, поймите, там либо деды, либо прадеды, если человеку там 20-30 лет. Это буквально через одно поколение были участниками всего этого. Великой Отечественной войне, которую запрещено сейчас называть Великой Отечественной, и которая, не знаю, насколько это правда, в учебниках, но это какая-то русско-украинско-немецкая война, что ли, я не знаю, что за чертовщина там расписана. Если вы этого не хотите... Егоров и Кантарий, они какими были, нет? Интересно, которые там знамя водрузили. Они от имени Украины сведомые и незалежные там это втыкали? Или это как? Они за что там сражались? Они сражались за образ будущего, который для них был уже настоящий. Советский Союз, социальная справедливость, социализм, ответственность власти перед людям. Человек, это звучит гордо, человек должен быть всесторонне развитой гармонической личностью. Образование для всех, безграмотность ликвидируем. Всем работа, всем технически. Мы в космос летим. Вот за это они сражались. Вот за это они побеждали. А сейчас... да, Россия. Кстати, и та, и другая страна хороши. Россия, Кремль, не Россия. Кремль тот же лицемер. Никак не восстановит имя города на Неве, Ленинград, никак даже не восстановит имя города Сталинграда. На недельку, каждый год, на недельку меняют таблички из города Волгоград, становится на недельку. Мамаев, Курган, слава богу, все еще там живы. А на остальное время? На остальные 360 дней? Это как? И те, и другие лицемеры. Поэтому расплачиваются страшными страданиями, большой кровью и те, и другие части одного и того же народа. Это братоубийственная война. Внешне управляемая, но зато братоубийственная, чисто русская внутренняя война. Внешне управляемая. Не было это внешнего управления, все решилось бы за пару-тройку месяцев. И еще решилось бы и даже 2014-2015 год. После Дебальцева, после Иловайска, одни ополченцы просто дошли бы и до Киева, разобрались бы вот с этими там молодчиками и обратно на запад Украины, если не в другом месте, и все. Кто им запретил? Кремль. Кто в этом сомнительном удовольствии в ответе, не говорю виноват, в ответе тот же самый Кремль с тем же самым Владимиром. А тот Владимир, который киевский, он пришел со словами «Мы мир, мы это самый, да, 95-й, ну смотрите, слуга народа, я же так хорошо хочу». Хотел, не хотел, сделал ровно наоборот. Так что он тоже в ответе. Очень сильно в ответе. Простите, что не пунктуально на ваш вопрос ответил. Нет, понимаете, в чем дело? Вот Рютте приехал, говорит, мы у вас учимся с трибуны парламента, мы будем вам помогать. Это он в эти минуты заканчивает свое выступление. Сейчас будет, наверное, новости по этому поводу. Но по большому счету его посыл считывается как умощение тяжелых уступок. Или нет? У Марка Рютте огромный бюрократический, административный и политический опыт. Он 4 или 5 раз был премьер-министром Нидерландов. Премьер-министр, так для понятия, это важнее и сильнее, чем президент. Там президент, большинство голландцев даже имя его не знает. Как в Венгрии, все знают Виктора Орбана и в Венгрии, и вне Венгрии, а он премьер-министр, он не президент. И в Словакии все знают Роберта Фицу, а не президента Словакии. То есть, где парламентская вот это самое, то там премьер-министр сильная фигура. То есть, он-то знает, но он-то лицемер, потому что у НАТО бюджеты, если мне память не изменяет, 68 миллиардов. Не, 6,8 миллиардов у НАТО. У самого НАТО, как бюрократический аппарат, как администрация, как управление, как организация, 6,8, нету 7 миллиардов бюджет. Как с этими неполными 7 миллиардами ты говоришь Украине, мы вам будем помогать? За счет кого? За счет чего? Как будешь помогать? Может помочь Голландия, может помочь Германия, могут помочь другие члены НАТО,
если шапка НАТО скажет, и если эти страны согласятся и могут. Вот, например, Словакия и Венгрия члены НАТО. Что-то они как-то сильно помогают или сильно хотят помогать, или даже говорят явно, ничего не будем давать. Турция член НАТО. Турция сначала помогала с кавычками, байрактарами. Сейчас что-то не слышно, я не пойму. Турция помогает? Нет, как вообще дела? Самый большой член НАТО. Самая большая сухопутная армия НАТО. Великобритания, член НАТО. Великобритания помогает. Слов нет. Италия, член НАТО. Она что, там сорвала слишком сильно помогать? Или готова туда кого-то? Испания, то же самое. Греция, то же самое. Как с этими там помощями? Пришел Марк Рутте, выдержал этот холод в костюме, показал выдержку такую, нордическую, что называется, сказал свой спич, держитесь, денег нет, вы держитесь. Смотрите, там вроде как включили отопление, тут дело в костюме, понятно, что это такой момент. Они все как бы там не в куртках сидят, на самом деле, вы уже несколько раз повторяете, тут как бы есть отчасти, тут, конечно, шутка такая, но в каждом шутке есть доля шутки. Как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море, говорит с трибуны парламента Рютте. Заявляет, что США, Европа и Канада высказали готовность выдавать определенные гарантии безопасности Украины, а коалиция желающих достигла, скажем так, уступок в проектировании. Подписанные документы не должны быть вторым Будапештским меморандумом или Минскими соглашениями. Это все я цитировал Рютте, который прямо сейчас выступает в парламенте. Кстати, в этом может быть доля правды, знаете? Если действительно Россия сделает шаг назад по поводу своего пока что публично-категорического решительного требования не видеть и не получить после прекращения огня и после подписания перемирия ни одного солдата НАТО на территории Украины. А с чего? Вот смотрите, объективно, какие есть предпосылки России менять эту позицию? Сильное желание Путина получить снятие санкций и восстановление отношений и признание Донбасса, потому что Донбасс в обозримом, скажем так, краткосрочном будущем отвоевать своими силами практически невозможно. Краткосрочно я имею в виду пару-тройку месяцев до середины года. Я даже не уверен, что до конца года это возможно. То есть в этом плане у Путина на весах вот такие сложные выборы. Я думаю, что это может... Подождите, стойте, а в чем сложность? Давайте так. Как бы война идет и идет, к ней уже все привыкли. Понятно, что она всех истощает, и сторону, понятно, наступающую тоже истощает, и россияне тоже, им уже осточертело это все, да, это слишком долго. С другой-то стороны, смотрите, а какая Россия, например, в большей массе, кроме приграничья, не претерпевает никаких страшных последствий от этой войны. Экономика, опять вы скажете, смотрите, то, что делает Трамп сейчас с экономикой, все же видят, да, что он творит. Он ослабляет доллар, евро сейчас на растяжке, и им вроде как надо кичиться своей валютой, но она просто улетает в трубу. То есть Европа сама должна, по идее, приползти к России, но делает это через Индию. Тоже интересный момент. Значит, Урсула приезжает к Моди, они там договариваются о торговых отношениях, потом Трамп сегодня звонит Моди, начинает чего-то рассказывать о том, что вот спасибо, вы согласились не покупать российскую нефть. Так у него обязательства, в том числе и по энергоресурсам перед Европой у Моди. И он выходит в публичное пространство Моди, говорит спасибо, что Трамп так оценил, там на 7% снизил пошлины, это вот хороший знак. И ничего не говорит по поводу российской нефти, потому что все прекрасно понимают, что это все исключительная игра. То есть в этом ключе, вот если посмотреть с точки зрения экономической, там Трамп по кочкам пускает вот эту всю поддержку в большей степени. И понятно, что России там тяжело под санкциями. Просто снятие санкций, как-то не видится уже манной небесной для российской экономики. Как эта российская нефть попадет в Индию либо в Китай? Как? Есть две точки выхода. Порт Новороссийский, порт Услуга. Все.
Порт Новороссийск выходит на внутреннее ведро под названием Черное море, куда хозяйствуют и безобразничают, скажем так, хулиганы британские, ну, под упаковкой украинских Исаченкова с этими морскими дронами. Потом идет на опять внутреннее ведро под названием Средиземное море, куда тоже хулиганят и пиратствуют и французы, и любые другие, которым там не лень, арестуют этих танкеров. Порт Услуга выходит на Балтийское море, куда что финны, что шведы, что датчане, что неважно кто, тоже арестуют эти танкера. А если эти танкера выйдут на Большой океан, как это было с Маринерой, там уже американские пираты, сообща с британскими пиратами, они то же самое делают. И да, вы правильно говорите, что, мягко говоря, с экономической точки зрения ситуации и у Европы, и у Америки, да, совершенно. Это какой-то позор. Да. Это какой-то позор, Пламен. Полная цитата Рютте с трибуны парламента. «Зима очень длинная, но весна придет. Украинцы, оставайтесь сильными. Я знаю, что вы сильные. Ну и как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся самолеты в воздухе, поддержка на море, вооруженные силы. Это я уже как бы вам приводил». Марк Рютте либо ходил на одни и те же курсы с Кристалиной Георгиевой, либо она его там обучала, и он только по поводу львов забыл сказать, как правильно рычать для того, чтобы согреться. Ну смотрите, чем не одно и то же. Ну, это же религиозный фанатизм у этих ребят. Религиозное фанатическое лицемерие у этих ребят. Они говорят то, что никогда сами не сделают. Они говорят другим делать то, что они никогда не помышляли даже себе сделать. Ну, вы там держитесь. Это как денег нет, но вы держитесь. Но это даже было мягко сказано Дмитрием Анатольевичем тогда, во время его там каденции, что называется. А здесь Марк Рютте, ну да, вы правы, это не позор, это откровение. Я считал, что это откровение. Если после этого, скажем так, целокупное украинское или, ну, скажем так, население Украины, не буду говорить украинское, а то имеет этнический такой характер, который, на мой взгляд, здесь специально там придуман, но население Украины не видит вот это сифонящее через все щели лицемерие и презрение к тем, которым это говорят, потому что он презирает тем, которые это говорят. И Раду презирает, и народ многострадальный Украины. Он их презирает. Он их считает такими дебилами, что можно им такое сказать, и они можете поверить, да? Он такими дебилами считает всех. Вот этот большой сахиб голландский, понимаете ли. Ну, слушайте, знаете, я скобку такую, не по теме немножко открою. Вы в курсе, что в Российской империи действительно продавали крепостных. Но когда они начали это делать? Они начали это делать после того, как Петр I привнес европейщину. До того, как эта европейщина, то бишь рабовладельство, не было на территории Российской империи, ни одного крепостного там, человека не было продано, потому что к нему относились как к человеку нижнего социального уровня, но к человеку, и все права, обязательства и ответственности, если ты что-то плохое сделаешь с этим человеком против воли его, это уголовщина даже для барина. А после того, как Петр I стал стриг бороды и привнес вот эту голландщину, нидерландщину, стали их продавать. Но это же по-европейски. Там все рабовладельцы. Мы что ли здесь будем по-друговски? И все равно в России продолжали относиться к крепостному как к человеку, потому что если продают кого-то, продают его вместе с семьей, потому что разделять семью нельзя. Тоже чуть более человечески все это было. Так что вот этот представитель вот этой европейщины, ну, читайте по губам и по движениям ушам, что называется. Значит, давайте об Америке немного поговорим, да, пока приходят новости. Слушайте, тут российские СМИ распространяют информацию, что якобы в этих 3,5 миллионов файлов префигурирует Зеленский, который прямо, ну, скорее косвенно, потому что документы все косвенные, тоже участвовали в том, чтобы отправлять девочек, да, ну, в общем... Несовершеннолетних, в общем, важное уточнение. Как бы Важное уточнение. Для вот этих утех. Вообще сейчас мир, конечно, разделился. Сенсационно выглядит одно из сообщений, ну, это один из агентов ФБР на допросе. То есть, смотрите, это не просто
у нас большая сейчас подмена идет понятий, и я согласен с тем утверждением, что в документах упоминаются все. Например, там Эпштейн просит как бы подзаработать для Леонардо Ди Каприо, например, да, там какие-нибудь там российские товары или какие-то европейские товары прорекламировать. Или такие, абсолютно, скажем так, он же финансист, кроме там его там похотливой плохой деятельности, да, там вообще как бы это круг людей, такой круг. Но сенсационно выглядит, что, в общем, один из сотрудников ФБР в 2019 году давал показания и говорил о том, что Мелания Трамп вообще появилась у Трампа по наводке Эпштейна. Фактически он ее дословно поставил Трампу. Скандальное, конечно, заявление. Понятно, что 19-й год, понятно, что это там своя политическая внутренняя борьба. Не очень приятно такое слышать, не очень приятно такое читать. Вообще там приятного очень мало в этом деле. И, в общем, о Зеленском пишут, об отношении к Украине и так далее, и так далее. С одной стороны, сейчас два лагеря. Одни говорят, слушайте, да какое дело Эпштейна? Да успокойтесь, ничего не будет. Что вы? Это как, знаете, вера в то, что девочки какают бабочками, понимаете? Вы что думали, что они там такие все элиты? Постоянно такое было. И в каком-то 5 веке, и гейши в каком-то веке в Японии, там, в 17-м или в каком. Это все как бы... И римский сенат. Это такие, греки вот это любили, всякое разное. Короче, там все любили, и это старо как мир, поэтому шибко удивляться нечему. Важно сконцентрироваться на том, что происходит сейчас. Однако эти файлы, ровно потому, что эти файлы, они опубликованы именно сейчас, они имеют политические последствия именно сейчас. Ряд политиков просто за упоминание там побросали свои там должности и поуходили. Причем это европейские политики, какие-то дипломаты, там, в Словакии, в Британии, не только там принц Эндрю, которого выдворили. Но видите, как разведка работает? Заранее выдворили Эндрю. Там несколько месяцев назад лишили дома и почестей королевских. Но суть-то не в этом. Суть в том, что с этим будет дальше. И как вы оцениваете этот слив? Повлияет ли он на что, прежде всего? И возможно ли, что спровоцирует турбулентность, которая каким-то образом отразится и на завершении войны? Даже так я как бы прикручу эти файлы. А вполне вероятно, эти файлы могут сыграть в обратную сторону, на продолжение войны. Смотрите, здесь с этим выпуском главное не только тайминг, то есть время, то, что вы четко обратили внимание, а количество. Количество такое, что, естественно, сразу все не прочтешь, сразу все не перелистаешь, сразу все не пересмотришь, и сразу всю эту грязь, грубо говоря, не вылишь. Это означает, что объем таков, что хватает резать ломтиками, и до кампании до 3 ноября праймерис можно просто пристрелить репутацию Трампа и, соответственно, республиканской партии. Потому что одна из важных мировых новостей на прошлой неделе, которые я делал, сканировал свой обзор, это было рейтинг Трампа. Впервые за историю американских президентов стукнул ниже 40%, а еще точнее 38 с чем-то. Причем там графика такая, которая показывает с момента прихода Трампа, было 38% неодобрения, и там, даже не буду гадать, она у меня здесь должна быть под рукой. Здесь 31 число, вот она здесь должна быть. Так. А вот она. Сейчас скажу, дабы ничего не придумывать. Делал это, как американцы думают насчет Трампа по поводу его политику иммиграции. И они сразу сделали опрос, который длится еще раз с февраля 25 года по конец января 26 года. Неодобрение было 39% в феврале 25 года. Стало расти, сейчас неодобрение, средняя точка 53%. Одобрение в феврале 2025 года было 46%, в марте поднялось на 50+, пару-тройку раз. Дальше оно шло только вниз, и
к концу января 2026 года, простите, я вас обманул на 1% пункта, одобрение его 39%, не 38, а 39, то есть меньше 40. То есть одобрение 39, а неодобрение 53%. Ну, естественно, есть какая-то флуктуация, потому что есть такие, которые, наверное, не могу определить, или у меня нет мнения по этому вопросу. Но это впервые, это исторически. То есть, если так оно будет продолжаться, я думаю, что к концу февраля этого же месяца они сделают тот же самый опрос. Они, благодаря вот этим досье Эпштейна, где он упоминался более 1000 или 1500 раз его имя, ну, из которых даже 10-20, если будут более такие смачные, там не количество, сила аргумента, что называется, имеет значение, а не количество аргументов, то тогда, скорее всего, это еще на несколько процентных пунктов упадет, причем упадет конкретно. И до конца года из этих, не помню, там терабайты, что ли, 1,5 терабайта, ну, коротко говоря, достаточно большой информации они вылили, которые дробно уже по месяцам могут как масло на ломтике размазать, так, чтобы грязнуля шла, потому что они могут сказать по поводу демократической партии? Они какие-то плюсы, активы, положительные вещи сказать не могут, но зато у них есть мощнейшая мортира, либо гаубица, которая будет стрелять вот этой чернухой против Трампа, против республиканцев. И вы правильно сказали, сразу появился результат, сразу появляются, я снимаюсь, я подаю в отставку, я вообще-то позор. Да, это действительно такой ядерный взрыв, достаточно мощнейший. И они будут управлять этим процессом, потому что, оказывается, Пэм Бонди, то бишь Памела Бонди, главный прокурор США, которая была номинацией Трампа, выбором Трампа и т.д. и т.п., либо ее перехватили, либо она выдала уже действительно всю базу, и это уже не может не бить по Трампу. То, что вы сказали по поводу Мелании Кнафс, я, честно говоря, давно об этом знал. Она на самом деле была, да, можете догадаться, и Трампу она просто как раз тогда и так приглянулась, и дальше появилось то, что мы сейчас видим на этих фотографиях. Я имею в виду официальных фотографиях, да, первая леди. Я поэтому не хочу уточнять, но все могут легко догадаться. Так что это не первая, скажем так, дама, которая из низин, причем конкретных низин, специфических низин, поднимается до таких вершин. В Римской империи была ситуация, когда одна из императриц в бытности прошлой своей была проституткой. И это не скрывается. Это известно. То есть, как вы и сказали, в древние времена и в современности, к сожалению, или я не знаю как, всем этим не просто грешны, а мир таков, каков он есть. Человеческая природа с человеческими слабостями и грехами, она такова. И Трамп, честно говоря, не херувимчик, не ангел там белокрылый. И Мелания Трамп, естественно, не монахиня, что называется, как ничего. Но у Трампа с репутацией, с рейтингом будет катастрофа. Ему срочно нужны какие-то победы. Что Кубу победить, что Никарагуа победить, что Иран. Ну, с Ираном это не бесплатно и не безнаказанно. Что получить мир между Украиной и Россией на его правила. Главное, чтобы он получил этикет. Вопрос сразу уточняющий, потому что по Ирану, почему вы считаете, что военная победа над Ираном это нужно Трампу? И почему вы считаете, что мир в Украине это прям поднимет рейтинг Трампа? Мир в Украине, он себе запишет в копилку миротворец, и с усилиями, скажем так, Fox News и другими там медийными инструментами, которые там у них имеются, он может... Постойте, какими медийными инструментами? Марджори Тейлор Грин хлопает дверью, говорит: «Мага, ложь». Высказывается конкретно по Ирану, по внешней политике Трампа. В общем, понимаете, это то, что сейчас происходит в Америке, это перерастает в драку всех со всеми. Грэмми – революционный исходняк, когда Билли Айлиш и всякие рэперы выходят и говорят контрреволюционные вещи, товарищи, против этих IC, да, вот этих миграционных войск. Трамп рвет, бьет копытом, не выдерживает шуток телеведущих, да, и комиков, которые на этом вручении пошутили про остров Эпштейна и остров Гренландия. То есть
менеджеры в его крыле, да, те, которые там трамписты, те, которые были заряжены идейно, а под Магу говорили про Магу, это, то есть у него сыпется по всем фронтам. Понимаете, ему надо заниматься сейчас внутренней историей. Украина здесь как таковая, я просто, понимаете, в чем дело? Когда Илон Маск пошел навстречу Трампу и, Трампу, Федорову, и, собственно, взял эти старлинки, прикрученные к российским дронам, пытался нейтрализовать, и вроде как получилось, они там на скорости не работают. А внутри Украины это обернулось тем, что у всех, у кого есть Starlink, теперь надо идти в Центр административных услуг. Все стало понятно. И про Магу, и про свободу, и про демократию, и про поддержку НАТО Украины с трибуны парламента сегодня говорил Рютте. Все как бы, начинает, приходит к точке, что ты или трусы, или крестик, понимаете? И, судя по всему, выбирают трусы, а не крестик. Трампу нужна победа, вернее, прекращение огня, для того, чтобы запустить кампании клуба триллионеров на территории Украины, России, Российской Арктики. И благодаря тому, что они туда пойдут, они ему помогут, грубо говоря, отремонтировать свой рейтинг для того, чтобы сохраниться на эти выборы. Никто другой ему не поможет, кроме как клуб триллионеров. Времени не хватает, подождите. А именно в том-то и проблема для Трампа. Поэтому и дедлайны ставит, поэтому и нервный, поэтому уже начинает эмоционально там ругаться. И он никогда не был каким-то образцом дзен-буддистского, скажем так, спокойствия и терпения. А вот сейчас это на грани истерики. Да, вы совершенно правильно говорите. Именно времени не хватает, чтобы их запустить. Если он их запустит до конца года, вернее, даже не до конца года, а в начале второй половины этого года, если они пойдут, в результате прекращения огня новые выборы за 60 дней они их сделают, не за 6 месяцев, как на самом деле толком надо было бы, по уму, что называется, они все укоротят сейчас. А вы спрашиваете про Иран, почему ему Иран? Потому что Иран питает нефтью Китая. Все, которые питают нефтью, дешевой нефтью Китая, Венесуэла, Россия, Иран должны быть перерезаны. И таким образом Китай должен быть уже поставлен в другую позицию до апреля. Поэтому сроки мы постоянно к этому апрелю вспоминаем. Он уже приближается совсем уже. 1,5 месяца, что называется, осталось. Так, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса и перейдем к вашим вопросам. Спасибо, что их оставляете. Каким образом возобновление ударов по энергообъектам отразится на грядущих переговорах? 13% сорвут, США умоют руки. 17% затянут, что и нужно партии войны. 29% ускорят, Украина будет сговорчивее по Донбассу и другим вопросам. И 41% никак не повлияют. Это все уже решено на Аляске. Верят зрители в дух Аляски и то, что у них разворачивается перед глазами? Не в духе, в букве Анкориджа, потому что Лавров пару раз вообще-то выдал базу, сказал не только дух, но сказал и букву. Значит, была буква, значит, была подпись. А буква вначале было слово, а потом слово начали писать. Так что то, что написано, то остается. И, очевидно, к этому серьезно относится. Так что, да. Я думаю, что то, что сейчас происходит, не буду опять эмоциональничать, но мое мнение и настроение осталось ровно тем же. Если хочешь действительно по военным правилам игры сделать что-то, сделаешь именно это, перерезаешь всю логистику. Это сделал бы и Сталин, это сделал бы и Гитлер, это сделал бы и Суворов, это сделал бы и Наполеон, это сделал бы и любой прапорщик, черт возьми. Но если у тебя на это есть обязательства, которые связывают тебе руки, и не даешь генералам своим это сделать, для того, чтобы сэкономить жизни сотни тысяч людей с той и с другой стороны, имеем то, что имеем, что называется, и популярность, и рейтинги измеряем. А рейтинг, кстати, у кремлевского выше, чем у Трампа. Там пиарщики лучше работают, что-то это, да, есть там кому у кого поучиться, что называется. Вы говорите, у Зеленского рейтинг тоже 60%, то есть почти 1,5 раза больше, чем у Трампа, значит, пиарщики киевские тоже вообще-то не лыком шиты, что называется, тоже умеют своим делом заниматься. Вот так вот, как-то так. Понимаете, все это, конечно, такая чушь. Я имею в виду по поводу этих всех пиар-решений. Мы про войну сегодня говорили. Я издеваюсь. Когда Кая Каллас выходит и говорит о том, что за 100 лет Россия 19 раз нападала на разные страны.
Ну, это вот в этом духе хотим мы относиться к событиям Второй мировой Великой Отечественной. Многое ведь для красного словца, очень многое. Вот все помнят, что в начале, по-моему, в начале, да, или в конце прошлой недели, в общем, ну, несколько дней назад точно, Европа заблокировала как бы Балтийское море для теневого флота российского. Ну, вот, пожалуйста, несмотря на сообщение Лондона принять меры против теневого флота, подстанционные танкеры продолжают следовать конкретно через Ла-Манш. Понимаете? То есть Балтийское море, Ла-Манш, ну, нормально. 8 танкеров там увидели несколько дней назад. Тем временем у Украины долг увеличивается, тем временем Financial Times там нам публикуют какие-то... Ну, это ровно для пиара. Ну, вы понимаете, что сейчас вот разносят и после публикации Financial Times, что гарантии для Украины подразумевают, что через 72 часа после повторного нападения НАТО и США вступают в войну с Россией. Ну вот, понимаете, и все как бы вот, какие классные гарантии, Financial Times молодцы, вот то, что на столе, то, что ожидается на подпись. Но вот просто подумайте. То есть 4 года идет война. Она должна как-то так остановиться, чтобы в случае там, рецидива или срыва вовлечь туда все стороны, то есть европейские военные контингенты, и Америка должна идти воевать. За что? Вот за что? Америка не будет воевать. Будут воевать американские ЧВК за то же самое добро, которые будут извлекать и будут обеспечивать очаговую безопасность и нитковую безопасность. По ниткам, по логистическим будут обеспечивать безопасность. Кстати, они примерно там, если посмотрите на военные карты из Сирии, там было видно левый берег Ефрата, они там промышляют, но это же надо же к какому-то порту потом отвезти. Соответственно, дорога от Дейр-эз-Зор через Палмиру, потом в сторону побережья. Там внизу на стыке границ Сирии, Ирана, Сирии, Ирака и Иордании была большая такая зелененькая, ну там полукруг такой, американская база Ат-Танф, военно-воздушная, все время присутствовала на территории Сирии, и она была оператором и разрешителем. Вы будете вот это делать. Были там несколько кочевые там пятнышки серенькие ИГИЛа, Исламское государство Ирака и Леванты, которые недалеко от дороги именно Дейр-эз-Зор, Палмира, Хомс, и так, чтобы можно было терроризировать им дорогу снабжения от Ирана через Ирака, потом Аль-Каим, последний пункт Ирака, и первый пункт Сирии это был Аль-Букамал, потом вдоль побережья реки Эфрат, и они там терроризировали иранское снабжение проиранской пехоты Хизбалла, которые сражались на территории Сирии и пропускали услужливо и дисциплинированно все американские грузы, которые там то, что качали, там, соответственно, на колесах там для того, чтобы к этим портам их не трогали. То есть избирательно и дисциплинированно поступали вот эти игиловцы там. Игилы запрещенные много где как, но разрешенные контролируемо именно базой Ат-Танф. Вот так будет. Смотрите на историю Сирии 2011-2025 год. Ровно то же самое будет с многострадальной Украиной. Если кто-то сомневается, ну, посмотрим, потом к этому разговору вернемся. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Вот такие вопросы пооставляли. Значит, так, в марте-июне 1999 года после многодневных бомбардировок авиация НАТО, читай США, полностью уничтожила гражданскую инфраструктуру Сербии. Бомбардировки продолжились до тех пор, пока сербы не отказались от Косово. Напомните, пожалуйста, отключали ли Америку от SWIFT, блокировали ли танкеры с американской нефтью, вводила ли Европа санкции против США? Вы задаете риторический вопрос. Это было бы возможно только если был бы Советский Союз, который на правах вето, скажем так, Совета Безопасности ООН
где Советский Союз настолько был тогда, 1945 год, высоко оценен вклад и участие и значение в этой большой победе, что Советскому Союзу в этом ООН, который был создан как раз в результате победы Второй мировой войны, были выделены 3 места. Одно Советскому Союзу, приемником которого стала Российская Федерация. Второе Украинской Советской Социалистической Республике ради ее большой многострадальности в Великой Отечественной войне. И третье Белорусской Советской Социалистической Республики по тем же самым причинам, потому что огненный каток 2 раза туда прошелся. То есть Советский Союз тогда получил в Совете Безопасности ООН и в ООН вообще членство 3 своих субъектов, в том числе себя самого. Так что сербы, кстати, никогда не отказывались от Косово. То есть в вопросе содержится немножко неправда. Сербы и сейчас не отказываются. Я на их месте не отказался бы и никого не советовал бы отказываться. Потому что Косово православное, уж извините, это было больше православия, больше православного средостения, чем в Константинополе, чем Афоны. Потому что там было более 250 скифов, монастырей, церквей и так далее. Все это сожжено и уничтожено и зарезано. В буквальном смысле этого слова. В буквальном. Поэтому такое, во-первых, забыть нельзя, прощать нельзя, оставлять нельзя. Косово – это другое. И Косово – это длинная фантомная боль, которую признавать нельзя. То, что Соединенные Государства, кстати, не Соединенные Государства Америки, это тогда был оборонительный военный союз НАТО, куда Украина стремится очень сильно, под предводительством Соединенных Штатов Америки, которые туда отправили даже войска Объединенных Наций, голубые каски там назывались, которые, естественно, содействовали вот этим головорезам Тачи, Хашим Тачи, который потом стал президентом Косово, когда они потрошили раненые или вообще-то похищенные православные сербы на органы, и благодаря Мадлен Олбрайта сделали вообще-то это дело на конвейер, на поток, и многие богачи мира смогли получить, скажем так, свеженькие резервные запчасти, что называется, благодаря именно этой специфической организации, которая не там. Да, значит, ряд вопросов. Вот Анна Пенкевич спрашивает, как вы думаете, Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас бывали на острове Эпштейна? А Мелони? Вы знаете, кто был инициатором посадки Эпштейна? Алекс уточняет, как вы думаете, почему всех звали на остров Эпштейна, а Ангелу Меркель нет? Слушайте, Ангела Меркель, насколько я знал, ведет здоровый образ жизни. Она то ли ровесница, то ли даже моложе меня. Не будем. Да, это на самом деле, на мой взгляд, это вопрос генетики и других вещей, поэтому я прекрасно понимаю. Но первая часть вопроса, она более важная. Эпштейна, скажем так, то ли посодействовали, то ли так случилось, что месяц спустя после его задержания он повесился невероятно креативным, можно сказать, противоестественным образом. После того, как при своем задержании он сказал, так, слушайте, там же и Трамп, там же это самое, почему только меня-то вообще-то? Это как-то не так. И месяц спустя его не было. Вернее, он предстал перед судом высшим и, скажем так, присоединился, наверное, в лучшем мире. Говорят по своему собственному мужественному, скажем так, решению отчаяния, а другие говорят, что для этого нужен действительно сверхтворческий подход и некоторые противоестественные условия в этих нефизических обстоятельствах. Я деликатненько, конечно, выражаюсь. Я думаю, что на совесть Трампа, может быть, не есть такой длинный список гробов, как на совесть Хиллари Клинтон, там во время, когда она была госсекретарем, там почти 60 с чем-то человек, которые были там прямыми свидетелями по поводу этих ее, мягко говоря, прегрешений, которые должны были бы ей обеспечить пожизненные несколько раз, что называется. Но они тоже решили уйти в лучший мир, потому что, наверное, это лучший мир. Либо им помогали, либо их убеждали, либо они сами принимали эти ответственные и безответственные нехристианские решения. Но так оно и было. Но сказать, что только Хиллари Клинтон, скажем так, вот этими
инструментами власти пользовалась не на пользу роду, что называется, а на пользу своему роду, ну, клану, вернее. А Дональд Фредерикович Трамп будет иметь какие-то моральные задержки, и он скажет: нет, ну я же не такой, ну я же другой, ну я же такой моральный, понимаете, или совестливый. Конечно, можно в этом верить, если кому-то это доставляет удовольствие. Но у меня почему-то есть некоторые, ну, скажем так, сомнения, и мне кажется, что вот эта грязня между ними, это не борьба добра со зла, и даже это не борьба республиканской партии с демократической, и даже не борьба консерваторов с либералами. Мне кажется, что это внутривидовая борьба. Внутривидовая за, ну, встань, чтобы я сел на твое место. В общем, вот так, не более чем. И либо я охранял свое место зубами, когтями и любыми грязными трюками и ударами под пояса всем, которые имеют или не имеют основания претендовать на него, потому что мне это место нравится, и овальный кабинет – самый прямоугольный кабинет в мире, и он мне ближе к сердцу, поэтому я большой конференц-зал там строил, снес полностью крыло Белого дома, чтобы, ну, танцевать, ну, человеку же надо же триумфировать, как римский, понимаете, или полководец, который триумфатором время там возвращается. Для этого нужно кого-то победить. Александр. Я на эту тему убирайте в сторону по поводу победы и Трампа. Это ему нужно, поймите. Наташа спрашивает: Пламен, как вы думаете, почему вылезла сейчас повестка с Эпштейном, если есть такая наболевшая проблема, как разрушение городов-миллионников? И об этом почему-то помнили аж целую неделю. И почему Трамп выпросил всего неделю? Просто бы больше. Почему наши не просят? Гордые, что ли? Ну, во-первых, надо как-то освободиться от иллюзии, что выпуск вот этих документов Эпштейна был сделан, скажем так, с одобрением Трампа, а он даже пытается выставить это, как будто это по желанию Трампа, по велению Трампа. Это он там сам захотел, потому что он настолько уверен в своей, скажем так, невинности, что давайте, черт возьми, хватит уже с этим. И я не уверен, что он на это соглашался. Я знаю, что он публично так говорит, но конечно, он не врет. Когда он врал вообще-то? Разве было такое, что политик или американский политик когда-то врал, либо вообще другой политик? Ну, такого не бывает. Но я думаю, что выпуск именно вот этой порции и этого объема, который хватает на огонь этих документов до праймерис, а то и больше, вполне может привести к тому, что будут просить импичмента Трампа даже до праймерис, то есть может оказаться так, что Трамп будет президентствовать в режиме импичмента к этим праймерис, который обеспечит уже окончательный разгром республиканской партии, и он больше править в оставшейся часть его каденции, ну, сможет чисто фигуративно и чисто так, ну, ритуально, процессуально, что ли, вот так, не более так, чем. перейдем в чат трансляции. Марина, Пламен, со всем уважением, вы сами подсказали, в чем Россия ошибается, использовали это, а теперь вы нервно обсуждаете это. Может, украинским военным пора тоже включить мозги, если они, конечно, есть? Я, честно говоря, не понял, что она имеет в виду. То есть, в чем вопрос? Ну, я думаю, что у украинских военных мозгов но логистику, есть... подожди, логистику тоже бьет Россия, в этом же вопрос. Понимаете? Не там на Западе, хотя тоже сегодня такая информация очень интересная прошла, о том, что дрон залетел, упал в районе базы не Жешув, а другой военной базы, оттуда поставка Украины тоже ведется. Люблин, небось, нет? Значит, там какое-то село, и, значит, эти военные ничего не могли сделать, наблюдали, как оно летело, это разведывательный дрон, не ударный. Он упал, приземлился, они его схватили, начали тянуть в какой-то сарай, ангар, а он продолжал снимать. А по правилам надо накрыть брезентом, там что-то, ну, в общем, как бы дезактивировать. Ну, то есть, абсолютно поляки показали свою там беспомощность, растерянность, хаотическость действий, понимаете? Поэтому логистику сейчас бьет Россия и крепко бьет. Поэтому и быстро... Смотрите, если бы Маск не ограничил Старлинки, мы бы увидели радиус уничтожения и мертвую зону не 20 километров, как килл-зона от FPV дрона, а 50-60. А там, гляди, может и больше, потому что там летят очень далеко вот эти молнии, вот эти все, ну, вот эти шахеды с старлинками.
Поэтому тут вот люди, они, конечно, критикуют, вот Маск стал на сторону там Украины, ВСУ, туда-сюда. Нет. Просто вдумайтесь, это бы историю, которую там, эту неделю терроризировали конкретно артерии, дороги, и железную, и автомобильную. Причем там камера, она видит, куда она бьет. Вот военная машина, она бьет по военной машине. Вот какой-то автобус куда погрузился, но там шахтеры оказались, понимаете? Тоже там не пойми как. То есть это серьезная как бы история. Это был бы перелом в войне, вот это логистическое через 2-3 месяца. Логистика – это как дерево. Есть ствол, потом идут большие там ветки, а потом маленькие ветки. То есть сейчас они бьют по маленьким веткам. А мое мнение в том, что надо браться за стволы. А стволы – это точки входа. Там всего 3, 4, 5 от силы. Дальше они разветвляются. Если ты пропустил там разрушить вот эту дорожную инфраструктуру, дальше они могут лавировать. И дальше сложнее их ловить. Куда, где и как. То есть, если посмотрите на карту, я понимаю, что даже я разговаривал с российскими военными, говорят, это нам далеко, 600-700 километров, они не могут туда добраться, не могут это самое. Слушайте, ребята, у вас есть союзное государство, откуда вы вошли в сторону Киева. Там есть под городом Брест город Домачево, и там спускается внизу Малорита и так далее. Оттуда у вас буквально 50-60 километров как раз до этой там главной трассы Жешув-Львов. Вы карту не видели, что ли? Или не можете их понимать? Это капитан должен вам подсказывать или как? И это главное ЖД. Автомобильных есть еще пару-тройку. Но главное ЖД оттуда же входит. И все тяжелое, все большое, все снаряды, вся бронетехника, она на ЖД составах идет. Более того, она там останавливается, чтобы поменять колейность. То есть она удобная, стреляй не могу, что называется. А нет. Ловим их потом, когда они разветвляются по всей территории Украины и пользуются всеми, скажем так, лазейками и ЖД, и автомобильной дороги. Я об этом говорю. Не знаю, как иначе это объяснить. На карту надо просто посмотреть. Вопрос. Не желал бы Пламен родиться не Пасковым, а Эпштейном? Нет, не желал бы. Я Почему? совершенно доволен и фамилией своей, и жизнью своей, и национальностью своей, и бытности своей. Поэтому я прекрасно чувствую себя именно в этом своем статусе, не более чем. Ну, шутят, не пора ли складывать список, кто не был на острове Эпштейна, понимаете? Это удовольствие, скажем так, ну ладно, не будем. Это не моя стезя. Ну да. Значит, не понял, каких политических взглядов Пламен придерживается? Кто вы, Пламен? СР какой-нибудь? Имперец-социалист. Или социалист-имперец, если хотите так. Все славянские, то есть панславянский социалист-имперец. Вот так. Я ратую за наше общее государство, сначала федеративное, потом унитарное, в котором все эти части нашего народа будут объединены со всеми этнографическими, диалектными и другими особенностями. Пусть будет так, но в едином государстве, и тогда нас будет под 300 миллионов сейчас, а под миллиарда через 50 лет. И тогда с выходом на эти океаны и на эти пути, с имением вот этой третьей мировых богатств, нам никто не указ, и нам никто не может составить конкуренцию в мире. Никто. Главное объединить вот эти ртутные капельки, не забыть все плохое, а навсегда помните это плохое, для того, чтобы никогда больше его не допустить. Все плохое нужно аккуратно описать, объяснить и преподавать для того, чтобы никогда больше такого не было. Потому что мы сейчас являемся единым народом, разделенным единственно только политически, где местные диалекты официализированы под якобы отдельных языков. А такого на самом деле нет. Мы друг друга понимаем. Но это долгий разговор, который сейчас не хочу доказательственную часть доставать и начинать кидаться словами имени месяцев, имени, скажем так, дней недели, имени окружающего, скажем так, нас мира, анатомические части, семейная иерархия. Все у нас одинаковое, черт возьми. А только тупой, ленивый и враг народа своего не хочет это увидеть и понять. Слово «земля» – земля. Слово «небо» – небо. И слово «солнце» – солнце. Все то же самое. Ну, Причем... главное, это слово «мама», понимаете? Слово «мама», да. Отец тоже.
употребляющийся, Брат тоже, сестра тоже. употребляющийся не в пороке, да, не в ругане, а вот есть вещи, которые действительно людей объединяют, и не только там в Их народах. сотни раз больше, чем то, что нас разделяет. Сотни раз больше. Ну, видите, как у нас. У нас Вижу. по-другому. У нас педалируется именно на других абсолютных вещах. Но я благодарен, что мы не забываем, несмотря на разные эмоции, впечатления и события, которые происходят, и об этих вещах. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не офицеры, друзья, не друзья, враги, троллы и боты, вы тоже люди, мы к вам тоже по-доброму, ну как же иначе, по-человечески. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все, у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение следует ровно через неделю. Задумайтесь над тем, что вы услышали, увидели у нас сегодня. Если пропустили, нажать на кнопку, на колокольчик, обязательно это сделайте, не пожалеете. Друзья, берегите себя, всем добра и света.